Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе со мной в замечательном, наикрасивейшем месте нашего острова под названием Моган. Находится оно на юге нашего острова. На старом канале мы уже там гуляли, но прошло время, и я думаю, нужно обновить это видео и опубликовать его на новом. Будет очень много растений, будет очень много океана, лета, бугенвиллей и просто красоты. Всем, кому интересно, присоединяйтесь ко мне и начнем. Так, друзья, мы начинаем нашу прогулку. По левую сторону вы можете видеть, так сказать, улицу, на которой находятся рестораны, на которой находятся различные кафе, небольшие террасы, также магазинчики для туристов, которые предлагают в основном туристическую продукцию, да, крема для загара, так как здесь также есть пляж, сомбреро различные, очки и прочую красоту. Вот в начале видео с вами, конечно, обязательно должен поздороваться мой палец, без него никуда, это такой товарищ, что, извините, периодически он появляется у меня по жизни в кадре. Никак я не научусь жить без него. Смотрите, вы можете также видеть пляж. Здесь очень приятный пляж. Это искусственный пляж, их 3. Данный называется Моган. Также есть Амадорес, один называется, и другой называется Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико как страна, да, такое же название у него. Искусственные пляжи, которые созданы специально для того, чтобы было меньше волн. Они очень приятные. Вода в океане, кстати, друзья, никогда не прогревается, даже летом в жаркий день. Сегодня очень жарко. На самом деле, некоторое наличие облаков, оно даже меня радует, потому что ходить по такой жаре, это, конечно, приятно, но не очень долгое время, да. Но мы будем гулять, будем смотреть, потому что, конечно, цвета в солнечный день смотрятся намного ярче и красивее. Вы можете видеть рыбу, плавающую в этом канале. Очень здесь много рыбы. В этих каналах, которые имеют соединение напрямую с океаном, они, когда высокий прилив, они наполняются, практически выходят из берегов. Эти каналы искусственные. Когда же прилив низкий, водички совсем там немного, и можно видеть большие стаи, косяки малька, небольшой рыбы, которая здесь находит убежище, укрытие от крупной хищной рыбы. Мы продолжим с вами наше движение в самую красивую часть Могана. Это небольшое поселение, но основная портовая часть, я вам сейчас покажу это все на карте, она была построена в свое время, так сказать, богемой, очень творческими людьми, писателями, поэтами, художниками. Было все это построено для того, чтобы здесь жить, для того, чтобы здесь вдохновляться, чувствовать, так сказать, атмосферу этого замечательного места. И, конечно же, здесь будет очень много растений, здесь будет очень много бугенвиллей, вот такие огромные драцены. Посмотрите, какой огромный экземпляр драцены. Очень красивые здесь есть бугенвиллии разных цветов. Сейчас, к сожалению, здесь из-за машин, да, так как здесь парковка, их не очень видно, но я вам обещаю, что бугенвиллии вы сегодня увидите огромное количество. Достаточно сложно здесь припарковаться, практически вся парковка платная, даже на платную парковку иногда стоит очередь, потому что не так здесь легко сюда добраться, во-первых, да, общественный транспорт, он в принципе развит на острове, но большинство людей предпочитает автомобили. Посмотрите, какие бугенвиллии потрясающие, пальмы, также фикусы, газоны. Все это очень красиво. Практически все растения. Также смотрите, здесь гибискусы, высажены кусты в ряд. Я вам тоже покажу гибискусы разных цветов. Друзья, мы будем идти со средней скоростью. Я помню, после первого видео мне пару раз писали, что Николай, очень быстро вы шли, так хотелось посильнее поразглядывать все, но, друзья, я буду стараться идти в этот раз со средней скоростью, остановки делать в наиболее красивых местах, чтобы все вы могли полюбоваться и чтобы всем вам было приятно, хорошо? Так вот, здесь практически все растения стоят на искусственном поливе, это очень жаркая зона, это юг нашего острова, здесь крайне высокие, так сказать, температуры, да, в среднем 30-32 градуса. Кто-то сейчас скажет, после жаркого января, скажет, какие же это высокие, но когда они стоят круглый год, друзья, в этом жить не так легко, особенно растениям. Посмотрите, вот пахиподиум цветущий, кстати, красавец пахиподиум, стоит он тоже на автополиве, посмотрите, цветет он крупными белыми цветами.
Очень красивое растение. И вот так это все было создано, так сказать, человеческой рукой, человеческим талантом, желанием и усердием. Фактически посреди пустыни был построен этот небольшой оазис. Здесь очень много домов, очень многие дома сдаются в аренду для туристов. Вы увидите здесь также, я вам покажу различных уборщиц, которые ходят с этими тележками, очищая апартаменты, да, для следующих туристов. Все дома выполнены примерно в одном стиле. На многих есть такие высокие террасы, тоже на крышах, да, домов люди устраивают террасы. Очень красиво. Посмотрите, какая славная стрелиция. Какие яркие цветы. Стрелиция очень любит яркое солнце, ее цветы становятся очень интенсивные. Также здесь растут юки. Кстати, сейчас у нас пора, по всему острову юки очень ярко и красиво цветут. Это очень приятное и красивое зрелище. Не дотягивался до цветов, не знаю, аромат ли они, цветы у юки, но цветут. Вот эти вот шланги, это и есть этот искусственный полив. Вот стоят здесь кротоны. Также здесь вот это красивое растение под названием аламанда. Вы можете его видеть с этими желтыми, ярко-желтыми цветами. Чем-то напоминает гибискус. И вот эти потрясающие равеланы. Посмотрите, какие эти равеланы. Это родственницы стрелиции. Такие огромные-огромные растения. Да, посмотрите, какая роскошь. Потрясающе красивые растения. Такие райские птицы. Так вот, большинство домов выполнено в похожем стиле. Единственное, что их отличает, это вот эти цвета. Одни выкрашены каким-то таким цветом, как охра, да, что-то оранжевое. Другие синим, другие идут более таким терракотовым цветом. Это основное их различие. Также вы можете видеть здесь периодически дома эти обновляются, подкрашиваются. Сейчас, кстати, идет активный ремонт. Посмотрите, какая потрясающая бугенвилия. Друзья, с темы на тему, но невозможно остановиться, не поглазеть на этот шикарнейший огромный куст, который растет между домами. Посмотрите, какой он великий, какой он величественный. И мы попадаем в вот такие улочки, которые пересекают все это поселение. В этих улочках можно скрываться от палящего солнца в тени бугенвилей, в тени других растений, которые нам дарят свою, так сказать, тень. Посмотрите, какое разнообразие. 3 разных цвета: оранжевый, розовый и фиолетовый. Разные цвета. Есть такие небольшие перешейхи между домами. И вот на этих перешейхах очень приятно себя чувствуют. Их оплетают разнообразные бугенвилии. Такие домики, вот такие улочки, идеальная чистота. Друзья, все очень-очень чисто. В целом культура убирать за собой достаточно хорошо развита. Кстати, бугенвилия отцветает уже, вот этот огромный куст. Такие одинаковые у них входы в эти домики. На самом деле на этих улочках можно потеряться, потому что все очень похоже между собой. А все эти дома настолько симпатичны, симпатично однотипны. Посмотрите, какая красота. Вот действительно, да, создали это поселение художники, поэты и артисты. Они знали, что сажать здесь. Они знали, какие растения сажать. Посмотрите, какой красивый гибискус. Удивительная красота, яркое цветение. Представляете, вот вы творческий человек. Да даже если не творческий человек, мне кажется, любой захочет приобрести холст и начать творить. Да? Захочется прям вот вышел с утра на терраску, на такую, на веранду. Или просто на балкончик, поглазел на всю эту красоту и помчался в магазин за холстом, за маслом и за прочими делами, которые необходимы для живописи, да, или купил себе скрипку на радость соседям и начал изучать музыку. То есть это место очень вдохновляет. Я периодически сюда приезжаю на прогулку. На самом деле оно практически не меняется. Кстати, есть видео, было видео у меня на старом канале, да, здесь этой прогулки. Я вам оставлю на него ссылку в описании к этому видео, если есть желание. Это будет то же самое, только хуже снято на самом деле, потому что тогда я еще учился. Но меня часто спрашивают: Николай, не осталось ли у вас старых видео? Вот, друзья, я вам оставлю это видео, единственное, в принципе, которое у меня осталось со старого канала. Опять-таки, прогулка по Маган, которая была, смотрите, кстати, очень красивый тоже Стефанотис, да? Очень часто встречаю его под названием Марсдения, но для меня это все-таки Стефанотис. И посмотрите, он также растет здесь, плетется. Какой красавец, огромный куст. Так вот, часто меня спрашивают: Николай, есть ли у меня старые видео? Друзья, вот вам, я его не буду делать открытым, вы можете его посмотреть исключительно по ссылке. Если вы при желании захотите после просмотра этого видео снова прогуляться по Моган с моим старым, так сказать, видео,
с моим старым описанием этого места. Там я буду извиняться за плохое качество звука, над которым я, кстати, поработал. Теперь мне не приходит больше оскорбительных сообщений, что звук у меня не очень. Теперь я вроде бы все рады моему звуку. Вот такие дела, друзья. Посмотрите, какие красивые гибискусы. Тоже очень-очень они меня радуют, очень красивые. А вот эпипремнум золотистый, друзья. Удивительно выглядит эпипремнум золотистый, когда он растет в природе, когда ему есть куда расти в плане опоры. Посмотрите, какие становятся у него огромные резные листья, похожи больше на монстеру, правда? Чем на обычный наш эпипремнум золотистый, к которому мы все привыкли. Но вот так он выглядит в природе, когда ему много солнца также достается, и есть опора и много пространства для роста корневой системы. Посмотрите, какие пейзажи создала руками человека, можно сказать, природа. Все эти краски, да, посмотрите, какая красота. Эти бугенвиллии на этих перешейхах между домами, свисающие грозди. Просто нереальная красота. Мне кажется, это потрясающе красивое место. Удивительно красивое и интересное. Я говорю, я приезжаю сюда отдыхать душой, отдыхать телом. Мне кажется, здесь любой человек, попадая сюда, он просто погружается в атмосферу какого-то, вы знаете, хотя мы не на Средиземноморье, мы фактически в Африке с вами находимся, да, Канарские острова. Но вот именно ощущение какой-то средиземноморской, итальянской или даже испанской, даже больше, ну, вот, у меня такое ощущение больше какой-то итальянской, средиземноморской деревушки, да, очень красивой, или греческой, вот эти белые синие цвета, как острова греческие. Посмотрите, здесь очень-очень много рыбы. К сожалению, да, из-за того, что много идет отблеска от солнца и всего, но вы можете заметить движение, здесь крайне много рыбы. Если остановиться и долго посмотреть, мы, конечно, не будем 20 минут смотреть в воду океанскую, да, но можно увидеть огромные стаи, огромные косяки рыбы разнообразные. Причем, знаете, такие многие, я видел, мне кажется, в аквариумах живут такие рыбки разноцветные, пестрые, очень красивые. Здесь также много ресторанов на этой части, также пришвартованы различные мини-яхты, корабли, катера, лодки, все, что только хочешь, да, все, кто любит судоходство, все, так сказать, все, кто в душе моряки, приобретают себе небольшие лодки и могут прекрасно даже на них жить. Смотрите, вот здесь в клумбе посажено все, что хочешь. Здесь посажен огромный кактус, здесь посажена красула, кустарниковые цветы, красота. Большой фикус стоит, но, конечно, главные гости, так сказать, нашего путешествия — это эти бугенвиллии, магические растения, очень-очень приятные, очень к себе притягивающие, потрясающие. Кстати, вот пока мы идем, тоже озвучу пару моментов, друзья. Иногда вы мне пишете сообщения, я их не могу просто физически открыть. YouTube тоже чудит, своеобразное приложение. Помимо того, что он часто отписывает зрителей, которые мне потом пишут: Николай, вы знаете, меня от вас отписали. Сам канал, причем отписывает периодически, неоднократно мне писали. И также он иногда комментарии не дает ваши открыть. Если я вам, друзья, не отвечаю, то по какой-то причине просто YouTube мне не дает их открыть. Такое небольшое отступление. Давно хотел об этом сказать, потому что люди скажут, что кому-то отвечает, а мне, например, не отвечает. Не специально я это делаю. Какие-то YouTube ставит ограничения, я не знаю, может быть, на определенные слова у него есть такой момент. Он мне блокирует сообщения. Смотрите, здесь есть еще небольшая площадь, тоже крайне приятная. Это играет детвора здесь. Посмотрите, какие красивые кактусы. Вот я вам сейчас покажу. Этот огромный кактус. Такой огромный, с розовыми колючками. Розовый цвет не сильно заметен на камеру, но розовые колючки и достаточно крупные оранжевые цветы. Мне очень нравятся эти кактусы. Активно у нас их высаживают. Здесь также растут кокосовые пальмы. Я надеюсь, дальше я смогу вам показать кокосы. Здесь я уже так быстро своим соколиным взглядом прошел. Кокосов не увидел, но надеюсь, в будущем дальше я вам их смогу показать. Все выполнено в очень приятном, таком расслабленном стиле. Вы знаете, этот воздух, напитанный ароматами олеандра и жасмина, так как тоже очень много клумб, как вы можете видеть, выращивается на крышах домов. Да, и люди выращивают различные растения. И, конечно, ароматы пиццерии. Вот это, кстати, достаточно хороший итальянский ресторан. Такая необычная яйцо Фаберже, я смотрю, здесь стоит у них своеобразные какие-то такие керамические курочки. Это вот итальянский ресторанчик.
И, по всей видимости, хозяева питают определенную слабость к курочкам. Посмотрите, вот это название Моган. Да, и посмотрите, какая бугенвиллия снова. На фоне этого неба с облаками. Просто райское место. Посмотрите, какая красота. Сюда можно приезжать, устраивать фотосессии. Посмотрите, какая роскошь. В таких местах, конечно, мы с вами не можем не задержаться немного, не полюбоваться на всю эту красоту. Смотрите, как приятно. Мне очень-очень здесь нравится. Я сюда приезжал бы хоть каждый день. Единственная проблема — это 1,5 часа примерно езды на машине от моего дома. И, конечно, проблема найти паркинг. Бесплатный паркинг найти здесь абсолютно невозможно. Вы знаете, мне кажется, он зарезервирован на 3 дня вперед. Бесплатный паркинг. И поэтому, конечно, приходится парковаться платно. Посмотрите, здесь стоят, здесь есть такие же лесенки, которые ведут на 2-й этаж, то есть в апартаментах, да, вот 1-й этаж, и выше идет 2-й этаж. Там даже не видно окон из-за бугенвиллии, то есть там за окном сплошная бугенвиллия. Посмотрите, какая красота. Удивительное, удивительное место. Мне кажется, это самое красивое место, друзья, на мой взгляд, на Гран-Канария. Именно рукотворное, да, здесь очень красиво, у нас есть места именно природные, ландшафты, но вот именно рукотворное, все, кто будет на Гран-Канария, всем обязательно, настоятельно рекомендую приехать в Моган, вы не пожалеете. Посмотрите, какая красота. Снова эти кущи. Сейчас людей не так много на улице, потому что многие на пляже, хотя на самом деле в такую жару, мне кажется, быть на пляже это не очень хорошо. Но там есть зонтики, и многие, особенно туристы, они идут на пляж. И, конечно же, также обеденное время, многие люди идут в ресторанчики, идут кушать, ищут места. Те, кто не любит зной пляжа, идут в места какие-то, чтобы укрыться. Посмотрите, вот здесь какой-то новый ресторан, я вижу, что он еще не действующий, только все выстроено. Конечно, кризис пандемический ударил по нашему острову в целом, который живет в большинстве своем за счет туризма. Кстати, если кто будет смотреть видео со старого канала, вы увидите, что там практически ни живой души, ни на площадях, нигде нет. А здесь все-таки уже какое-то движение присутствует людей. Посмотрите, тоже какая красота, как красиво обвит балкон и в целом весь фасад дома. Вот люди выбрали не бугенвиллию, а другое растение. Не знаю, честно сказать, что это конкретно за растение, что это за кустарник, но смотрится тоже очень и очень эффектно. Здесь какая-то лежит пальмовая ветвь, которую давайте мы с вами, друзья, уберем, потому что шифлером этот вес ни к чему. Кстати, когда я здесь был первый раз на старом канале, эти шифлеры были очень обрезаны, такие абсолютно маленькие, а сейчас они уже довольно пушистые. Тоже посмотрите, какая красота, гибискус. Мне очень нравится гибискус. Единственное, что мне не очень нравится, что цветочек держится всего 1 день, да, и потом он отцветает, и остается вот такое вот не самое красивое зрелище, но, конечно, когда он цветет, вот посмотрите, ярко-красный гибискус и шифлеры, да, какая красота. Нельзя же не любоваться. Шифлеры очень любят яркое солнце, прекрасно себя чувствуют под нашим палящим южным солнцем. Растут очень пестрые, очень такие, знаете, сбитенькие, в том плане, что не сильно вытягиваются, очень много у них побегов всегда. Посмотрите, какая красота. И здесь тоже есть небольшие мини-скверики, которые стоят между домами, да, посмотрите. Здесь также есть разнообразные клумбы, какие потрясающие кротоны. Вот такой, можно сказать, патио, да, здесь живут люди, и у них такое патио. Они выходят сюда, кто-то сушит белье, кто-то имеет здесь небольшие столики. Посмотрите, какой кротон. Кротоны тоже это еще одни любители ярчайшего, сильнейшего солнца. При достаточном поливе они не оголяют свои стволики. И посмотрите, какая красота получается. Огромные-огромные кусты. Мощнейший филодендрон. Кстати, тоже я его помню, он был совсем небольшим. Вот прошло чуть больше года с момента старой съемки. И посмотрите, какой он стал огромный. Красота. Просто нереальная красота. Я вижу, что сейчас многие фасады замазаны цементом. Видно, что будут, по всей видимости, они, так как эти комплексы зачастую ведут, так сказать, одно и то же ЖКХ, если это можно так назвать, да, коммунальные услуги. И, конечно, сейчас они проходят сначала цемента, потом это все будет краситься. Посмотрите. Продолжим с вами наше движение.
Люди неспешно гуляют, неспешно, так сказать, наслаждаются текучим потоком жизни. Вот тоже очень красивое растение, очень ароматное, пахнет очень сильно жасмином. Этот кустик тоже крайне приятный, с такими небольшими белыми цветами. Очень-очень славный. Гибискусов здесь ничуть не меньше, как вы можете видеть, чем бугенвилей. И тоже они достаточно красиво цветут. Видно, что они были обрезаны. Да, им придают определенную форму. Я больше сторонник натуральной формы роста. Ну, как бы тем, кто содержит это хозяйство, им виднее, конечно. Смотрите, перешейхи и эти однотипные домики. Практически все домики двухэтажные. Иногда бывают трехэтажные, но крайне мало трехэтажных. И крыша у них также используется, как вы можете видеть. Там ставят разнообразные зонты от солнца, либо небольшие такие своеобразные дополнительные укрытия от солнца. Типа беседок. Вылетело слово из головы, беседки. Типа беседок ставят таких на крышах. Вот парень, да, с синей сумкой, с этой на колесиках, это люди, которые убирают некоторые именно сдаваемые помещения, потому что многие квартиры здесь приобретены в собственность, но также много туристических апартаментов. И вот периодически на каждой улице практически можно видеть людей, убирающих эти апартаменты. Продолжаем с вами наше движение. Я хочу вас подвести еще к океану, показать немного лодки. И я просто знаю уже это место, я знаю, куда иду, поэтому иду я уверенно, я здесь уже не теряюсь. Но первый раз, когда я приехал, я, конечно, среди этой красоты с открытым ртом, я, так сказать, блукал немного по этим улицам. И по одной и той же я прошел, наверное, раз 5, когда я первый раз здесь был. Но ничуть об этом не пожалел. Посмотрите, вон там пасмурно, эти ветра пассаты стягивают на остров, особенно в столицу острова. Вот, кстати, мои любимые сансевьерии, какие красавицы. Эти ветра пассаты стягивают сюда огромное количество туч. И особенно на столице острова, где я живу, практически все лето стоят достаточно плотные облака. Бывают солнечные дни, но их можно посчитать по пальцам. Одной руки, наверное, нет, но 2 рук точно. Солнечные дни можно посчитать за все лето. Лас-Пальмас. Ну и я смотрю, и до сюда добралось это явление. Это, кстати, называется это явление бычья пузо. Не бычья, простите, а ослиная. La panza del burro называется это явление. Вот эти ветра пассаты стягивают тучи. Посмотрите, здесь продаются различные открытки. Кстати, вот для любителей цветоводства. Микс кактусов написано разнообразный. Там и хавортии, и кактусы. Не знаю, что там вырастет. Папайя, алоэ. Что здесь еще есть интересного? Драгу, драцена, это драгу, гибискус. Все, что душе угодно, можно выращивать из семян. Не знаю, насколько хороша их схожесть, но продаются, и многие туристы, конечно, покупают. Продаются также небольшие растения периодически, особенно алоэ. Канарские острова славятся производством алоэ и продуктов из него, поэтому алоэ здесь всегда хватает. Вот здесь тоже такие своеобразные террасы у них на крышах, очень приятные, такие прям уже вещь, солидные террасы. Гуляют люди. Вот здесь эти катера и лодки. И опять-таки вода. Посмотрите, какая кристально чистая вода. Видите, как она отсвечивает, да? И какая она прозрачная. Видно дно абсолютно. Несмотря на то, что мы находимся, так сказать, в портовой зоне. И достаточно плотно здесь представлены различные, так сказать, судоходные средства. Да? Лодки, катера и мини-яхты. Вот такие балконы. Прям солидно они здесь построены. И вы видите, у этих домов эти такие побогаче будут, да, такие прям позажиточнее соседи. Эти хорошо картины продавали, по всей видимости, в свое время. У них есть прям небольшой дворик, приусадебный участок, на которых также стоят различные столы со стульями, там террасы закрытые. Все, конечно, завуалировано растениями, да, чтобы скрыть немного от любопытных глаз прохожих всю эту красоту, но все равно мы подглядываем, мы любопытные. Также Маган называется маленькая Венеция, друзья, и за счет чего вы теперь можете это видеть, за счет того, что он весь изрезан небольшими вот такими каналами, особенно его портовая часть. Смотрите, насколько чистая кристальная вода, какая красота. И вот такие каналы
в разных частях Могана мы их можем видеть, и за счет этого назвали его маленькой Венецией, конечно. Немного громко звучит, но канарцы гордятся своей маленькой Венецией и с удовольствием всегда это название второе Могана упоминают в разговорах. Какая симпатичная лодка, такая небольшая. Вот на таких лодках очень часто люди живут, они могут сюда приплыть, пришвартоваться, так сказать, и жить на лодке, не платить аренду, платить определенную сумму за парковку в порту и радоваться всем удовольствиям жизни в этом прекрасном месте. Также висят кашпо с геранью. Это, конечно, уже такая мэрия вывешивает такие кашпо на радость всем. Никто ничего не трогает, никто ничего не забирает. Как вы видите, все очень опрятно, очень чисто и очень цивильно. Мы, конечно, сами создаем свою реальность своими действиями. Посмотрите, вот еще мы проходим этот канал. И опять-таки это потрясающая вода. Очень славные и приятные дома. Так, я снова вижу кокосовые пальмы. Надеюсь, друзья, в этот раз нам повезет увидеть кокосы. Смотрите, как красиво. Конечно, приятно, что есть небольшие тучи. Вы знаете, может, когда я здесь был в первый раз и проводил съемку, воздух просто скрипел от зноя. Вы знаете, он аж прямо трещал, этот воздух от зноя. Знаете, какой красивый гибискус тоже. А сегодня жарко, но вот эти тучки, они, конечно, легкое облегчение дают мне, как любителю огромному солнца. Мне они дают немного расслабиться. Посмотрите, фикус лировидный, сформированный, был подстрижен. Видно неоднократно, потому что фикусы лировидные у нас растут огромными деревьями. А у этого, конечно, контролирует рост. Вот такой вот общий вид этой зоны. Шифлеры. И этот фикус. Потрясающий, конечно, фикус. Очень красивый. Смотрите, здесь еще есть интересные гибискусы. Тоже ярко-розовые, такие махровые, прям набитые лепестками. Удивительно интересные эти растения, конечно, гибискусы. Очень красивые. Огромная агава, такая просто как каменная стоит. Мощное растение. Посмотрите, какая агава. Сильнейшее растение, как листья, как пилы. У нее эти шипы зазубренные в разные стороны. Реально похожи на небольшие пилы. Вот такая вот красота. Здесь находятся, кстати, доки, в которых чинят лодки, рыбацкие лодки и небольшие кораблики. Вот в этой зоне это все находится. Тоже посмотрите, какая огромная пальма. Какая красивая тоже пальмища, просто канарская. Смотрите, сейчас встану немного в тень, а вот там еще и Форби и Миля в горшках. И покажу вам зону, в которой находятся рестораны. Друзья, вот здесь находятся портовые рестораны. Как вы видите, пришвартованы небольшие рыбацкие корабли. И в эти рестораны морепродукты подвозятся, так сказать, непосредственно после ловли. То есть абсолютно свежие, не замороженные, ничего. Я однажды кушал в одном из этих ресторанов. Конечно, вкус не сравнить с продуктами, когда они уже прошли какой-то период хранения или были заморожены, разморожены. Это все прям вот из океана к вам на стол поступает, друзья. Вот кокосовая пальма, наконец-то, друзья. Ну прям праздник какой-то. Сразу раз, два, три, четыре, прям штук 6-7 кокосов на ней растет. Посмотрите. Я так думаю, еще с тех кокосовых пальм специально ошибают кокосы, чтобы, не дай бог, они не упали на зазевавшихся туристов, да, или гуляющих просто людей. А здесь, так как она находится на территории частного дома, кокосы будут вызревать. И будет здесь бананы, кокосы. Ананасовый рай, тропический рай, как в той песне, да, так и будет здесь у людей. Здесь снова лодки. Кстати, обратите внимание, какой такой вид этих скал, да, недружелюбные эти скалы, и какой внутри находится рай, созданный людьми. Люди гуляют, всем нравится кокос. Вот тоже пара ребят, они так долго смотрели на них. Наверное, думали, как можно один кокосик с собой увезти такой. Цикосы большие, гибискусы. Вот тоже женщина убирает апартаменты. Видите, какая красивая. Очень похоже на акацию растение. Посмотрите снова на эти скалы. Да, какая мощь, какие горы. Такой вот ландшафт, когда ты просто едешь по трассе, примерно вот такой ландшафт ты весь и видишь.
именно на юге острова, да, потому что Гран-Канария, он в целом остров как мини-континент. В центре огромные хвойные леса растут, там есть различные водопады, источники, а на юге, конечно, этого нет всего. Посмотрите, какая вода бирюзовая, правда? Нереально красивая. Сегодня мало рыбок. Я вам очень хотел показать рыбки, всем любителям рыб. Бывают прям целые косяки, их плавают огромные. Сегодня их не так много. По всей видимости, они на своем собрании очередном на рыбье. Посмотрите, вот такая красота. Очень-очень приятные дома. Такая мечта пенсионера, можно так сказать. На пенсии я бы с удовольствием имел такой небольшой домик. Здесь есть пляж, здесь есть рестораны, отличная погода, всегда лето. Здесь реально практически все дни в году это лето находится, да, постоянно какие-то новые люди, новые знакомства. Потрясающе, очень приятно, мне кажется, очень приятная атмосфера для отдыха и для встречи, так сказать, преклонного возраста. Смотрите, еще один канал. И здесь все заросло бугенвиллиями. Конечно, тут видно, что бугенвиллии сдерживают, потому что если бугенвиллию не сдерживать, друзья, это вырастают огромные нереальные кусты, которые оплетают все, что только можно. Здесь явно бугенвиллии подстригаются. Видите, какое сочетание оранжевое и фиолетовая, такая бордовая. Вот такая прогулка у нас с вами получилась. Я очень долго хотел вам показать это место. И очень рад, что я снова сюда вернулся. И я иногда просто приезжаю, вы знаете, настолько меня это место расслабляет, что мне не хочется снимать. Давно хотел вам показать, но вот приезжаю и думаю, ой, в следующий раз, сегодня вот просто хочу для себя вот снова насладиться и окунуться в эту атмосферу. Но сегодня я собрался духом, и я уверен, что большинству из вас это видео понравится. Вы оцените эту красоту, потому что нам, цветоводам, просто мечтателям, кстати, не забывайте мечтать никогда, мечты сбываются. Все, что мы себе говорим, все, что мы говорим про себя, все на нас отражается, на нашей жизни. Посмотрите, какая красивая плюмерия, если я не ошибаюсь, данное растение называется. Какая красавица, тоже здесь растет и цветет это дерево, очень большое. И снова нас здесь встречают эти небольшие магазинчики. Я вам покажу сейчас типичные сувениры, вот эти платья и маленькие сандали для начинающих балерин фламенко. Такая небольшая Андалусия, Севилья. Никакого отношения не имеет к Канарским островам, как к другим частям Испании, но всегда во всех магазинах это можно встретить, друзья. Вот такой у нас получился с вами небольшой променад, небольшая прогулка. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ваш верный гид Николай пойдет, что-то перекусит, отдохнет от жаркого солнца. Надеюсь, вам прогулка понравилась. Всех вам благ, друзья. Рад, что вы были со мной. Пишите комментарии, если есть желание. И до новых встреч. Пока-пока.